Всем привет, меня зовут Артем, и я торгую по механике рыночного аукциона. Сегодня хочу разобрать такую тему, как контекст в трейдинге. То есть, другими словами, это определение тренда и в какую сторону необходимо брать позиции в течение дня, в течение недели. Хочу сказать сразу, с контекстом у меня все хорошо. Мое определение контекста в среднем за год составляет 80% вероятности. Та информация публичная. Я ее публикую в своем канале. Вы можете ознакомиться с еженедельными обзорами и сравнить результаты а, за каждый день, за каждую неделю. Итак, сегодня я вам расскажу, каким образом я определяю контекст на основании профиля объема, либо же ТПО, и после чего, мы перейдем на график, на живой, и я вам покажу, примеры, как я этим пользуюсь. Необходимо, во-первых, понимать о том, что, на профиле объема либо же ТПО, определение контекста зависит, от, предыдущего дня. Каким образом предыдущий день закрылся по сравнению с другим днем. То есть есть определенные паттерны, которые формируются в течение дня, исходя из объема, исходя из времени проторговки, если мы говорим про ТПО. Но они, в принципе, стандартные и достаточно легко понятные. Главное понимать суть, почему так происходит формирование дня, а дальше уже, в принципе, будет легче. Итак, значит, есть всего 4 паттерна по формированию дня. Первый паттерн — это B по английскому алфавиту, либо мягкий знак по-русскому. То есть здесь вот представлен пример. То есть, когда происходит нисходящий тренд, формируется длинное тело, и внизу происходит проторговка по времени, либо же по объему. Также сразу скажу, что сейчас я примеры делаю по ТПО, но по market профайлу все эти же паттерны можно тоже применять, потому что это равноценное значение. Итак, значит, почему так происходит? Потому что происходит импульс продавцов, после чего продавцы сталкиваются с лимитной поддержкой покупателей и не могут пройти эту поддержку и упираются, начинается проторговка по времени, либо же по объему. Таким образом, у нас внизу формируется объем, который удерживает цену. Значит, если мы рассмотрим по лонговой ситуации, аналог происходит, это литера P, то есть идет длинное тело, после чего вверху происходит проторговка по объему, либо же по времени. То есть равноценное значение. Цена резко выросла с какого-то диапазона, встретила лимитное сопротивление продавцов, и началась аккумуляция. Дальше тип дней — это литера D. Самый частый паттерн, который происходит, это литера D. Это обычный рейндж. То есть, когда цена вышла в какой-то новый ценовой диапазон, либо же когда цена стоит очень долго на месте, формируется вот такая кулакообразная форма дня, и цена стоит в одной аккумуляции достаточно долгий период времени. И последний, который я могу выделить, это так называемый трендовый день. То есть, когда узкое тело без ярко выраженных каких-то остановок цены. То есть вот здесь представлен трендовый день, но цену вытолкнули в другой диапазон, и пока в данном случае покупатели не встретили сопротивления продавцов, соответственно, цена может продолжать расширяться дальше, либо же становиться в аккумуляцию для формирования другой позиции. И перейдем на график и разберем, как пользоваться. Начнем с данного трендового дня. То есть мы увидели, что цена вышла вверх в лонг, и
Соответственно, наша задача — это найти точку входа. Точка входа по трендовому дню будет от ближайших зон, которые были сформированы. То есть это либо же low volume node, то есть в данном случае это single принты, либо же имбаланс по smart money, либо же от границы value area, это вал и вах. В данном случае цена получила от первой границы, это от single принтов реакцию. И сформировался у нас день D-образный, то есть range. Цена не смогла выйти дальше и сформировалось затухание цены. Когда формируется D-образный день, мы должны торговать от границы предыдущего дня. То есть в данном случае мы будем искать шорт-позицию от границы верхней и лонг-позиция от границы нижней. Если цена находится внутри диапазона, мы пропускаем сделки. Сформировался у нас следующий день. Он тоже не вышел за границы предыдущего, значит, мы эти 2 дня объединяем. И таким же образом ищем позиции от границ диапазона. Следующий день он тоже не вышел за границы предыдущей зоны стоимости, соответственно, мы его тоже объединяем. У нас получился вот такой диапазон, и мы торгуем в рамках этого диапазона от границы до границы. Дальше у нас происходит выход из проторговки вверх, формируется день буквой И. Исходя из механики рынка, необходимо торговать от нижней зоны стоимости, от границы вал. То есть в данном случае вал будет вот это у нас поиск зоны для лонга, это будет поиск зоны для шорта. После чего у нас сформировался опять день внутри зоны стоимости, и мы их объединяем. У нас появилась новая зона стоимости, и здесь уже цена вышла из торгового диапазона и предыдущему балансу. Соответственно, мы рассматриваем позиции от нижней зоны стоимости от границы вал. Формируется у нас опять торговый диапазон из дней балансовой стоимости. Мы их объединяем. Дальше у нас идет выход из этого баланса вверх и нижняя зона стоимости вал. Как мы видим, у нас реакция цены происходит на верхнюю зону стоимости вах. Открывает сюда, цена доходит и останавливается. Здесь я уже до этого объединял, соответственно, вот у нас опять день буквой P, это выход в новый ценовой диапазон, после чего у нас происходит аккумуляция позиции в день рейнджа, и таким образом формируется опять новая база, которая позволяет нам находить позиции лонг или шорт, формируя четкие уровни, от которых она будет разворачиваться. Это будет вах или вал. Вот таким легким способом можно искать себе четкие направления движения по мере движения цены. И обращаю внимание на то, что этот индикатор самостоятельно строится, не нужно ничего угадывать, мы просто смотрим, каким образом закрылся предыдущий день по отношению к текущему, и в случае необходимости размещаем зоны, от которых будем ждать реакцию цены в дальнейшем. Не за что, пользуйтесь. Если вас интересует стратегия по объемному анализу, либо же рыночному аукциону, переходите в мой телеграм-канал Volume Crypto. Здесь есть вся информация, которую я использую для трейдинга. Также еженедельные обзоры по рынку,